Что мы делаем с лысыми мужчинами? Пока человек хочет, чтобы у него росли на голове волосы, он должен на себя наносить лосьоны для стимуляции. Горчица, красный перец, коньяк, все это смешать, значит, на волосы нанести. И вот тогда мы можем получить и перхоть, и контактный дерматит, и пересушивание. Привел сына, пересадили волосы, все классно. Так получится? Приветствую, друзья! Вы смотрите программу «На здоровье». Меня зовут Елена Войцеховская, я медицинский журналист. И сегодня, как всегда, мы будем говорить о самом важном, о нашем здоровье, а точнее о здоровье и немножко красоте наших мужчин. Дорогие женщины, если вы сейчас рядом с экраном, пожалуйста, делайте звук погромче и обязательно передавайте всю информацию своим любимым мужчинам, особенно тем, кто переживает за то, что волосы у них уже не такие, как в молодости, начинают они лысеть, голова светиться, как говорят врачи. Я с удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя. У нас в гостях врач-трихолог, дерматолог Наталья Терешина. Доктор, здравствуйте. Да, здравствуйте, Елена. Наталья Терешина, врач-трихолог, дерматолог, косметолог, руководитель учебного центра по эстетической трихологии, член Русского общества исследования волос, член Союза трихологов. Мы впервые говорим на такую тему, но знаю, что запросов очень много. Почему? Потому что мужчины не идут к врачу, они просто не знают, а к какому врачу идти, если у меня проблема началась. И вот в первую очередь, вы знаете, я хочу, наверное, с вами поговорить о тех мифах, которые сегодня существуют вокруг темы облысения, вокруг темы мужского облысения. Я попрошу их опровергнуть или оправдать. Итак, частое мытье головы действительно может привести к выпадению волос? Нет, это стопроцентный миф, и он самый распространенный. Многие начинают бояться мыть голову, когда у них редеют или выпадают волосы. Но шампунь – это всего лишь средство по уходу, средство для того, чтобы смыть грязь, пыль, кожное сало, да, и кожа головы должна быть чистая, как и тело на самом деле. И 50% кожного сала выделяется у нас на голове, поэтому тщательно промывать голову шампунем нужно, но никакого отношения к облысению или к лечению выпадения волос шампуни не имеют. Это маркетинговый ход, и те шампуни, на которых написано «от выпадения волос», это ничего не значит, люди теряют время. Так, а шампуни лошадиные, вот эти вот собачьи, кошачьи, они тоже не имеют отношения, я так понимаю, к проблеме, о которой мы говорим сегодня? Да, никакого отношения не имеет, потому что, чтобы средство вылечило или как-то помогло человеку при поредении или выпадении волос, оно должно остаться на голове не менее 4, 6, 8 часов или в течение 24 часов на голове. То есть средство должно проникнуть. А шампунь мы намылили, но это 1-2 минуты, и, собственно говоря, смыли. Все, это только очищение. По секрету скажу, друзья, я в своей жизни, честно признаюсь, пользовалась лошадиным шампунем. Если кто-то из вас делал то же самое, прямо сейчас ставьте плюсики в комментариях, ну и задавайте свои вопросы, потому что сегодня мы, конечно же, расскажем о том, как можно и нужно правильно ухаживать за волосами. Но скажем об этом в самом конце нашего интервью. Итак, второй миф, который, как мне кажется, больше интересен женщинам. Лысеющие мужчины обладают высокой потенцией. Правда ли это? Что говорят врачи? Но хочу сказать, что я не уролог, да, потенцию лысых мужчин я не измеряла. Но, тем не менее, вы доктор. Да, но, конечно же, никакого отношения к гормональному фону или потенции облысения не имеет, потому что, как правило, лысеют мужчины от андрогенетической аллопеции, а это конкретно чувствительность и заболевание самого волосяного фолликула. Много у мужчины тестостерона, мало тестостерона, и тот, и другой человек может подвергнуться облысению, независимо от своего гормонального фона. Ну, конечно, всем лысым и лохматым я, конечно, желаю отличной потенции. Абсолютно поддерживаю нашего доктора. Хорошо, переходим к третьему убеждению. От головных уборов выпадают волосы. И вот сейчас на улице у нас уже похолодало, вообще скоро зима. Кто-то не носит шапки специально, потому что боится, мужчина, да, что волосы, точнее кожа головы будет потеть, и от этого, там, соответственно, вот эта опрелость может приводить к потере волос, особенно вот здесь, в теменной зоне. Что скажете?
Конечно, шапки, они дают такой парниковый эффект, голова потеет, особенно у мужчин, потому что у них либо голова жирная, либо нормальная, да, и они склонны к тому, что у них есть гипергидроз, это повышенная потливость на коже головы, и шапки это усугубляют. Опять же, к облысению это не будет иметь никакого отношения, только к зажириванию или, например, обострению дерматологических заболеваний, там, сибарейный дерматит, псориаз. Мыть голову каждый день можно, мойте. Если вам необходимо в данный период зимний сейчас будет мыть голову ежедневно, мойте, не бойтесь, к облысению это не приведет. Единственное, какая шапка, да, какое давление. Ну, например, если мы про шапки говорим, борцы, хоккеисты приходят, когда идет давление какого-то головного убора очень сильно, длительное время, да, а тренировки у профессиональных спортсменов длительные, по 4, 6, 8 часов, и давление вот этих шлема, бойцовских вот этих шапок, их, оно давит на кожу головы, делает ишемию, то есть питание волосных фолликулов нарушается. И приходят ребята, да, профессиональные спортсмены, где прям лысеют ровно по форме своих вот этих вот головных профессиональных уборов. Вот это может быстрее привести к облысению в местах вот этого давления. Военные, которые постоянно ходят в фуражках, да, и у них особенно давит сзади, да, потому что там натяжение, чтобы она не спала, и прям сзади может быть полоска, вот это проредение волос и воспалительных элементов, там болит там кожа головы, какие-то нагноительные там прыщики, да, скажем, простым языком возникают. Вот это от головных уборов может быть, а от простой шапки, бейсболки нет. Так, хорошо, но пока мы далеко не ушли от этой темы, что же делать тем людям, которым по долгу службы, например, да, или вот спортивные какие-то интересы у них, необходимо каждый день в течение длительного времени носить вот такой плотный головной убор? Ну, чтобы это убрать, конечно, нужно убрать провоцирующий фактор. Тут понятное дело, что постоянное давление всегда будет приводить к этому истончению, умиранию волосного фолликула. Ежедневное нанесение средств для стимуляции роста волос в этих местах, они просто необходимы. То есть как бы лечим и калечим, да, в одно время. Но здесь уже выбор, что важнее. В принципе, в социуме лысый мужчина абсолютно себя спокойно чувствует, в отличие от женщин. Хорошо, мы переходим к следующему убеждению, что якобы все мужчины рано или поздно полысеют. Но если не до полной лысой головы, да, то так или иначе какие-то проплешины или редкие волосы все-таки ждут мужчин ближе к старости. Так ли это? Правильно, андрогенетическая аллопеция, вот это вот истончение озера в лесу, они еще это называют, да, такие залысины спереди, либо это все сливается в одно и остаются только по контуру волосы. Это все процесс медленного истончения и погибания волосяного фолликула. И 90% населения и мужчин страдают этим недугом. К сожалению, поздно это замечают, только когда у них голова светится. Но это не связано, к сожалению, с возрастом, особенно в данный момент, с учетом того, что мы хорошо научились, врачи, диагностировать на ранних стадиях это заболевание. Мы видим, что истончение волос у ребят начинается даже после подросткового возраста. Это 16, 17, 18. И вот как раз там с 19-18 лет потихоньку начали истончаться волосы, и вот он свою лысину увидел в 28-30 лет, и более такое, ну, когда усугубляется все это. А то, что привыкли ассоциировать облысение с возрастом, да, как у дедушки, они так и говорят, ну вот у деда-то 70 лет, а мне всего 30, а у меня уже лысина. К сожалению, это заложено тоже генетически, предрасположенность к этому заболеванию. И насколько агрессивно и когда оно начнется у дальнейшего поколения, к сожалению, знает только один фолликул. То есть, ну, еще провоцирующий фактор. Это курение, это стресс, это недосыпа постоянный, с учетом того, что наша молодежь не спит, вся в гаджетах, в стрессах, ОГЭ, ЕГЭ очень сильно дали такой сбой ребят. И, например, у кого проходили экзамены, получается, там у них весна, начало лета, в сентябре, в октябре они все приходили с выпадением и с участками уже проредения волос. Вот на фоне стресса активизировался быстрее процесс истончения волос, запустился. Ну, слушайте, мы сейчас в такое время живем, что от стрессов никуда не деться. А может быть, есть уже у современной медицины в трихологии
технологии, какие-то секретики. Ну вот понимаем мы, что через месяц, например, какой-то стресс должен случиться. Раз там витаминкой для волос закинулся или что-то такое очень компактное, волосы втер и нормально, все хорошо. Есть такие чудо-средства? К сожалению, профилактировать мы можем только такие, ну, может быть, можно там представить, что у человека операция предстоит, да, он будет стрессовать, он начнет пить там витамины для волос, да, но здесь больше нужно на самом деле успокоительное, потому что на стресс реагируют волосы, да, если ты будешь более спокоен, естественно, более спокойно будет все проходить и для волос. Отреагируют ли волосы на этот стресс, будет ли выпадение, никто не знает, поэтому какие-то люди пьют, я не знаю, антибиотики, болеют, у них ничего с волосами не происходит, да, другие там одну не ту таблетку выпил, сразу волосопад. Тоже до сих пор непонятно, почему такая чувствительность и почему так у них именно среагировал волос. Друзья, мы говорили о стрессе, о том, как он пагубно влияет на весь наш организм. На самом деле, если вы еще не смотрели этот выпуск, обязательно спускайтесь в подвальчик, там оставлю для вас ссылку. Психиатр, психотерапевт, психолог Василий Шуров рассказывал нам о том, как без антидепрессантов, по секрету скажу, пережить любые периоды своей жизни. Наталья, хорошо, пятый, заключительный, может быть миф, а может быть это действительно так. Многие думают, что вылечить облысение у мужчин можно только при помощи пересадки волос. Так ли это? Пересадка – это камуфляж, то есть это когда из точки А, да, там с затылка, волосы берутся и пересаживаются в точку Б, да, где что вот волос, да, вот в залысина или макушка, то место, которое светится. И, конечно же, это спасение для мужчин, у которых этот процесс уже длительно, когда волосы истончаются, вот это вот поредение видно, кожа головы светится, фолликулы еще параллельно зарастают, поэтому надо лечить как можно раньше это заболевание, чтобы фолликул не зарос от этого заболевания. То есть это постепенная гибель волосяного фолликула идет при этом заболевании. И когда он уже зарос, а мы это хорошо видим на трихоскопе при диагностике, очень много ребят приходят и говорят, мне надо понять, мне нужна пересадка волос или я могу еще полечить. Вот я ставлю трихоскоп и вижу, у вас уже фиброз, все заросло, идите на пересадку волос. К сожалению, время на лечение ушло. А кому-то ставлю трихоскоп, вижу много пустующих фолликулов, вижу там истонченные волосы, говорю, побороться еще можем. Но здесь важно понимать, что это лечение будет постоянным, пожизненным, если хотите, да, не очень приятное слово для всех, но если мы не будем лечить и заставлять волосяной фолликул расти, заболевание будет брать верх над этим. Вы говорите заболевание, заболевание, заболевание. Мы говорим о какой-то одной болезни, и что это за болезнь, которая заставляет мужчин лысеть? Это андрогенетическая аллопеция, поредение, выпадение волос по мужскому типу. То, что к чему мы привыкли видеть вот эти залысины, макушка или сливается все вместе. Это и есть андрогенетическая аллопеция. То есть фолликул реагирует на гормон, генетически предрасположенный к этому заболеванию. Как, например, человек бы родился с сахарным диабетом. Да? Ему надо всю жизнь колоть инсулин. То есть он без этого не сможет жить. То же самое волосной фолликул. Ему постоянно нужно давать антиандрогены, то есть средства, которые не будут убирать влияние гормона на этот волосной наш фолликул и стимулировать его рост. То есть такой механизм в обратку. То есть фолликул погибает, а мы его обратно заставляем работать. И в этом и заключается вся суть лечения. Это могут быть местные лечения, сверху мы наносим каждый день лосьоны. Кто-то уже, кто более такой продвинутый, начинает пить эти таблетки под, естественно, осмотром доктора, да, там анализы нужно определенные сдать, наблюдение нужно за этим человеком, кто решается на антиандрогены, системные стимуляторы. А так, в принципе, лечение будет заключаться этого состояния, да, этого заболевания, конкретно лечением нанесения средств на кожу головы и не смывать. Это гормональные средства, я правильно Это понимаю? не гормональные средства, это антиандрогены и стимуляторы. Есть системные антиандрогены, то, что реально влияет уже на наш организм, на печень, почки, побочек много имеет, как обычно таблетка, да, там, как антибиотик, то есть лекарство. А есть природные антиандрогены, например, как карликовая пальма, она имеет антиандрогенный эффект. Она не имеет системного действия, но при этом она не дает волосам, помогает им не истончаться. И, как правило, современные сейчас средства, они на
как бы на основу у них всегда это стимуляторы и карликовая пальма как антиандроген. Никакого влияния пагубного на организм не имеет, но волосы утолщает. Слушайте, ну вот если мы говорим о том, что действительно очень много мужчин в нашей стране, да, они склонны к этому заболеванию, мы это понимаем, и мы с вами можем же это предотвратить, как, например, ожирение. Мы понимаем, что сейчас там очень много сахара в продуктах, и мы просто не добавляем сахар, например, в чай, в тортики какие-то. Вот с волосами это также работает? Да, если, например, вы видите, что у вас лысеет папа, мама, кстати, ген лысости находится на X-хромосоме, через маму передается из поколения в поколение, да. И если вы видите, что дедушка, бабушка, папа лысеют, то естественно, что, скорее всего, в 95% вы тоже постепенно начнете редеть. Когда это случится, неизвестно, но профилактировать это как раз-таки можно курсами, пролечивая себя как раз этими средствами, стимуляторами, антиандрогенами. Это вот заставит волосной фолликул работать и не так быстро прогрессировать будет данное заболевание. Поэтому профилактику в данном случае делать можно. Средств сейчас очень много хороших, которые наносятся легко, не пачкают волосы, вписываются в образ жизни, кто моет голову каждый день, кто не каждый день, всем нужно угодить, чтобы средство не пачкало голову. Ну и вот в принципе сейчас современные средства всему это соответствуют. Слушайте, друзья мои, вы счастливчики на самом деле, потому что у нас есть возможность сейчас практически побывать на приеме врача-трихолога и поговорить об этих средствах. Наталья, давайте все-таки вот инструкция по применению, если, конечно, вы можете себе это позволить как специалист, рассказать нам об алгоритме применения тех самых конкретных средств с названиями, может быть, с частотой и так далее, чтобы человек, который посмотрел сегодня нашу программу, действительно смог себе помочь, там, завтра пойти купить и начать пользоваться. Ну, самое распространенное и активное средство для лечения андрогенетической аллопеции во всем мире уже больше 20-25 лет – это миноксидил. О нем, наверное, многие слышали, многие его боятся, считают его гормоном, не гормоном. Но да, это лекарство, это то средство, которое нужно обсудить с врачом, чтобы объяснить, как его наносить, сколько раз, когда бросать, не бросать, отменять, не отменять, сколько ему нужно его наносить, утро-вечер. То есть это прям вот лекарство. А есть такие средства, в составах которых находится капексил, прокапил, капирол. Это аналоги вот этого миноксидила, которые не являются лекарственным как раз средством. Их не надо бояться. Они микросидил там, допустим. Да? То есть это формы, приближенные к этому лекарству, которые стимулируют рост волос, но не оказывают никакого вреда и никаких побочных действий на организм. То есть их бояться не нужно. Это, например, есть в средстве там Follimet, Time to Grow и прочих. То есть надо смотреть на состав этих средств и, конечно же, наносить на себя ежедневно. То есть человек, который страдает поредением, истончением волос, должен принять, как зубы чистить, наносить себе на свои зоны залысости эти средства, слегка втереть по проборам, да, и дать им высохнуть. То есть если у человека удлиненная стрижка, у молодых людей, то есть бывает, что они редеют, там приходят там, кудрявые такие сейчас модные парни, да, и у них здесь редеет, но кудряшек много, и они могут вот так на себя пшикать средства, вроде там что-то втер, и пошел. И полгода он лечит и говорит, ничего не помогает. К сожалению, он просто неправильно наносил на себя средства. Если у парней, у мужчин удлиненная стрижка, они должны сделать себе пробор, оголить себе кожу и вот прямо на кожу себе пшикать эти средства. Делать следующий пробор, опять пшикать. Надо, чтобы максимально средство осталось на коже головы, а не на волосах. Поэтому в этом иногда бывает даже хорошим средством пользуются, но просто неправильно, к сожалению. Как интересно, получается, это средство, это не шампунь, это не кондиционер, это прям средство от выпадения волос. На нем так и написано. Да, для стимуляции роста волос, от выпадения волос и для стимуляции роста. На них так и написано. И средство нужно наносить не менее 4-6 месяцев, потому что волосы у нас находятся в фазе там, выпадения 3 месяца, пока идет смена волос, пока они активизируются. Проходит длительное время. А есть ли какие-то наиболее удачные времена года? Например, вот осень – это такое себе время года для лечения и профилактики выпадающих волос, а вот летом самое оно, потому что мы же под солнцем ходим, или каждый месяц это нормально?
Ну, вообще, надо лечить это круглый год, но наоборот, я стараюсь интенсивно лечить людей с осени, например, там, по весну, чтобы дать им отдохнуть летом, потому что летом вот именно что солнце, отпуск, все ездят, эти бутылочки, ты потеешь, на тебя это надо все пшикать, это раздражает, да, и поэтому хочется наоборот максимально нарастить волосы от осени к лету, чтобы там уже либо там как-то реже делать, там только на ночь или только после мытья, или, например, вообще отдохнуть 3 месяца от этих всех лосьонов опять до осени. Поэтому в любое время для роста волос оно нужно, полезно, но летом чаще лучше отдохнуть от всего. Если мы говорим об уходе за волосами, что еще помимо специальных средств, на что еще нужно обратить внимание? Может быть, действительно выбрать какой-то шампунь от выпадения волос, кондиционер, пилинги для волос, что-то дополнительное нужно мужчинам покупать и обращать внимание на составы? Ну, совсем углубляться в составы, конечно, не нужно, потому что главное выбрать шампунь по типу кожи головы. Если она у вас жирная и вам надо мыть голову каждый день, шампунь должен быть себорегулирующий, либо для ежедневного использования от жирной кожи головы, да, то есть частого применения. Пилинги, вы сказали, тоже прекрасное средство, потому что, когда у нас идет андрогенетическая аллопеция, волосы истончаются, там идет воспаление вокруг фолликула. И вот как раз пилинги, они помогают нам убирать это воспаление, убирать лишнюю зажиренность на поверхности кожи головы, очищать лучше кожу головы, и проникновение средств после пилингов, оно выше становится. Мы должны здесь, наверное, сказать еще о том, что есть пилинги и есть скрабы. Это одно и то же, и как часто их можно использовать, потому что я знаю, что они очень сильно могут сушить кожу головы. Скрабы я не очень люблю, потому что там абразивные частички, они дополнительно, как сказать, натирают нашу кожу, да? Если вдруг там есть какой-то фолликулит, какие-то воспаления, это будет все разноситься. Поэтому я люблю пилинги в виде кремов. Либо лосьоны, да, какие-то пилинговые, либо это в виде крема наносится и выдерживается на голове. Как правильно, среднее нанесение пилингов это раз в 7-10 дней. То есть моем голову раз в неделю, делаем пилинг по инструкции в зависимости от того средства, которое вы взяли. Либо моем шампунями, пилингами. Есть шампунь-пилинг, например, который сразу помыл, на 5 минут оставил и смыл. Это для ленивых. Да? Профессиональные пилинги, которые более глубокого проникновения в кожу головы, их нужно оставлять не менее 15-30 минут на голове, потом смывать шампунями. А что вы скажете вообще о тех мужчинах, которые пользуются, я уверена, что у вас есть такие пациенты, потому что, как вы правильно сказали, мужчины у нас ленивые, они думают, нормально, какой шампунь, у меня же есть все тело, на теле тоже есть волосы, гель для душа или мыло, собственно говоря, подойдет. Одно средство может использоваться и для тела, и для волос. Но я как дерматолог не очень такое люблю, потому что вообще не люблю гели для душа, потому что они оставляют пленку, и часто у людей, у которых есть воспаление, как раз это еще больше усугубляет. Поэтому для тела это мыло, для головы это шампунь. Не надо средством 3 в 1 тело, лицо, голова, ноги мыть все себе, конечно, потому что оно усугубляет. Такого не может быть. У нас разный микроклимат на голове, да, то есть на теле одно, на волосах другое, на голове волосы терминальные, толстые, там по-другому идет все. А здесь у нас пушковые на теле волосы, они не требуют такого вымывания. Тело не должно так тереться, например, или вымываться, как кожа головы. Поэтому я советую, конечно, для тела взять отдельное средство, для головы шампунь отдельно. Вот. Кондиционеры, маски вы выбираете по типу ваших волос. То есть у нас шампунь по типу головы жирная, сухая, сиборейный дерматит, псориаз, лечебный ли это шампунь. А длина у вас это уже волосы, это мертвая структура. Кто-то красит, кто-то не красит, да? Поэтому вы берете для поврежденных, для окрашенных, там, я не знаю, питательные, увлажняющие, какие вам нравятся, но чтобы эти кондиционеры и маски не попадали на кожу головы. Здесь понятно. Есть еще такой вопрос, как часто нужно менять шампуни для, соответственно, кожи головы, как мы выяснили, что шампуни для кожи головы, а не для волос. Как часто? Раз в полгода, раз в год, может быть, вообще не нужно менять. Если подходит шампунь, если и аромат нравится, и консистенция, и вроде как и комфортно все.
На самом деле, если шампунь нравится, от него не болит, не зудит, не чешется, перхоть не появляется, лишняя какая-то зажиривание там, или там волосы как мочалка от него не становятся. Мойте им сколько вам угодно, хоть 10 лет, хоть 20 лет, ничего не будет плохого. Наоборот, смена частая шампуня, поиск того идеального шампуня может привести к проблеме, что не тот шампунь взял, он вкусно пахнет, красиво выглядит, но не для вашей кожи. И вот тогда мы можем получить и перхоть, и контактный дерматит, и пересушивание, или зажиривание, как все переходят на бессульфатные шампуни, допустим, которые плохо будут вымывать человеку голову с жирной кожи головы. Если никаких проблем на коже головы нет, пожалуйста, экспериментируйте все, что вам нравится. Понятно, хорошо. Про гигиену мы поговорили. Есть ли еще какие-то обязательные условия, которые мужчина должен соблюдать в течение всей жизни? Например, чем-то правильно питаться, то, что бросить курить, мы уже поняли, и в наших программах мы неоднократно говорим о том, что, друзья, курение действительно плохая привычка. Если вы еще не бросили, пожалуйста, сделайте это ради себя, ради своего здоровья. Может быть, какие-то есть особенные продукты, которые стимулируют рост волос, ну или напитки, возможно? Ну, к сожалению, нет. Я разочарую, что, конечно, питаться правильно нужно, получать белковую пищу необходимо, да, потому что именно для волос нужен белок, это строительный материал. Я всегда на приеме, например, спрашиваю, вегетарианец, не вегетарианец, калорий меньше 1000 человек может потреблять, и тогда, естественно, все полезные компоненты, белки будут доставаться организму, мышцам, сердцу, легким, все вот, то, что жизненно важно. Волосам достанется в последнюю очередь. Поэтому полноценное питание важно. Самое такое лучшее распространенное питание – это средиземноморская диета, да, где разноцветные, много зелени, овощей, фруктов, разные цвета, антиоксиданты. Вот это важно. А конкретно какой-то продукт, к сожалению, мы восполняем только дефициты, да, если у человека есть. Обычно это белковые дефициты, витамины группы В и прочее. Друзья, у нас есть выпуск потрясающе интересный. Мы говорили о здоровом питании, о правильной диете с Региной Доктор. Приходите по ссылочке, если еще его не смотрели. Наталья, и все-таки зима, осень – это то время, когда нас уже приучили так, маркетинг, рекламы на телевидении. Вам нужны витамины, комплекс витаминов вот для волос, вот для зубов, вот для лица, вот еще там для чего-то. Есть ли реально витаминные комплексы, которые помогут волосам расти плотнее, крепче, дольше и полноценнее? Хочу сказать, что я очень аккуратно отношусь к БАДам. Люблю БАДы, которые имеют сертификаты соответствия. То есть на рынке сейчас так много всяких БАДов, и внутри мы не знаем что, потому что они никак не регулируются, их никак не проверяют, и мы не знаем, что на самом деле внутри. Иногда внутри БАДов находятся те же самые лекарства в маленьких дозировках, и как будто бы это помогает. А помогает на самом деле лекарство, которое добавлено в этот БАД. Таких эксцессов очень много, разборов непосредственно БАДов. Поэтому есть некоторые на рынке, опять же повторюсь, Time to Grow, они делали проверку своих витаминов, у них есть и с карликовой пальмой, и с железом, и с витаминами группы В, и белковый аминокислотный комплекс как раз. Есть тот же Пантовигар, да, допустим, он тоже является проверенным средством, имеет сертификат соответствия и качества. Поэтому прям много БАДов я никогда не назначаю. Хорошо, мы поговорили сейчас больше о профилактике и о том образе жизни, который помогает мужчинам, ну и, я так понимаю, нам, женщинам тоже, не терять волосы. А теперь давайте переходить непосредственно уже к самой проблеме и к лечению. Вот, предположим, у нас есть мужчина, который в какой-то прекрасный день подошел к зеркалу и понял: понеслась. Каков алгоритм действия для этого мужчины дальше? Что он должен делать, чтобы через полгода или через год не увидеть в зеркале лысого человека? Если уже в зеркале мужчина заметил, что у него редеют волосы не так, как раньше, это сразу нужно пойти к трихологу, который смотрит в трихоскоп. Не просто
пришли, с вами поговорили, да, у вас вот так, делайте это, а именно посмотрит в трихоскоп, специальный аппарат на большом увеличении, посмотрит фолликулы, скажет, в каком они состоянии, и как раз можно спрогнозировать, хорошо это будет поддаваться лечению, каким средством будем это делать. Мы уже сразу придем к лекарственным препаратам или профилактическим, про которые мы с вами уже ранее сказали, и сможем помочь человеку не облысеть в дальнейшем, да, быстро. То есть, чем раньше он пришел, тем больше вероятности того, что пересадка волос ему не понадобится. 100%. Так, отлично, хорошо. Пришел человек к трихологу. Тот специальный приборчик посмотрел, такой, ну так, милок, значит, давай-ка мы тебе пропишем и таблетки, и, значит, укольчики для волос, и вот шампуни тебе и так далее. Какие есть 3, допустим, на сегодняшний день средства или манипуляции, которые абсолютно точно не помогут? Мезо с витаминами ничего не поможет при андрогенетической аллопеции. Витамины внутрь, просто обычные, тоже абсолютно точно не помогут. Поэтому важно, чтобы у нас был на самом деле небольшой спектр средств. Это стимулятор и антиандроген, который не дает волосам истончаться. И, например, если из инъекции, то это доказана методика PRP. Есть еще хорошая методика красный лазер, ФДТ, да, фотодинамическая терапия. Это тоже доказанная методика. Это то, что сейчас на данный момент хорошо используется, применяется и дает хорошие эффекты. Как долго длится курс лечения? То есть, допустим, если мужчина к вам пришел сегодня с этой проблемой, через какое время он уйдет от трихолога довольный, с хорошим результатом и спокойно себе будет жить дальше, радоваться жизни и видеть в зеркале того мужчину, который ему нравится самому? Если мы говорим про процедуры, например, да, та же PRP или там красный интенсивный лазер, то это можно делать курсами 2 раза в год. От той кратности, которую вам доктор назначил. А то, что касается стимуляции роста волос и нанесения средств, оно будет постоянным. То есть пока человек хочет, чтобы у него росли на голове волосы, он должен на себя наносить лосьоны для стимуляции. Если ему это надоедает, либо мы переходим уже на лекарственные препараты в виде таблеток, которые будут, да, давать стимуляцию роста волос, либо он все прекращает и постепенно лысеет. Лекарственные препараты в виде таблеток. Я правильно понимаю, что это терапия, которая тоже назначается пожизненно? Тоже пожизненно. Это off-label. К сожалению, сейчас у нас в России пока что. Я надеюсь, что мы перейдем на более такой современный лад по всему миру. Объясните, пожалуйста. Off-label – это то, что значит врач-дерматолог не может назначить официально, к сожалению, да, то есть весь мир лечит, но мы пока не можем официально, как врачи, назначать эти средства, да, поэтому я их даже не проговариваю. У нас есть официальные средства, которые мы можем применять и назначать безопасно по клиническим рекомендациям, а есть те, которые, к сожалению, мы не можем, и обсуждаем это уже с человеком на приеме. Хорошо, предположим, что у кого-то из наших телезрителей нет возможности обратиться к трихологу. Да? Либо он живет в каком-то таком городе, где просто такого специалиста нет, либо другие какие-то сложности. Как самостоятельно мужчина не навредит себе, хотя бы остановит выпадение или проредение волос? Может быть, какие-то специальные расчески купить, инфракрасные, знаете, для домашнего использования же продаются, или, допустим, каждый вечер по 100 раз расческой в одну сторону, по 100 раз в другую и ложиться спать, например, в платочке. Есть какие-то советы, допустим, 3 совета, которые действительно помогут? Есть такие гаджеты, да, красный свет, можно им пользоваться как для стимуляторов. Стимулятор для роста волос, то есть все, что стимулирует рост волос, если там есть в аптеке, можно спросить, да, если нет врача и не у кого спросить даже онлайн, там кого-то порекомендовать, то можно брать эти средства и наносить их на себя. Но опять же понимать, что бросите, все будет обратно возвращаться. То есть вылечить это невозможно, возможно только лечить. Хорошо, тогда давайте немного поговорим еще и о народных таких домашних средствах. Вот как у нас было модно в одно время: горчица, красный перец, коньяк, все это смешать, значит, на волосы нанести, 40 минут бегать вот так по дому, потому что все щипет и жжет, но ничего, это к лучшему, это чтобы волосы росли. Будут ли расти волосы? Как правило, люди получали только контактный дерматит, спиртовая основа в коньяке, естественно, все это спирт пересушивает,
все это горит, горчица раздражает, все это горит, и кроме дерматита, в принципе, на голове мы ничего не получим. Да, сосуды расширились, то есть нам нужны вот эти раздражающие и увеличивающие кровоток средства для того, чтобы проникло действующее вещество. То есть мы кровоток усилили, все сделали, но не дали никакого питания. Поэтому очень важно понимать, что домашние, конечно, средства это хорошо, но важно не навредить. Есть такие, кто приходил и луком натертым, да, и с соком, чем там только на себя бедные не лили, но это не поможет, потому что, естественно, это только на уровне кожи все находится и только раздражающее действие. А нам нужно проникнуть глубоко к волосному фолликулу. Что мы делаем с лысыми мужчинами? Понятно, что мы их любим, уважаем и так далее, но если они, допустим, довольны своей внешностью, ничего не хотят менять, все им нравится, волос нет, мало проблем, даже шампунь покупать не надо. Вот, кстати, нужно ли лысым мужчинам покупать шампунь для мытья кожи головы? Конечно, кожное сало все равно нужно смывать, обязательно мыть шампунем, кто-то просто водой, да, кто-то просто протирает. Общая гигиена в любом случае нужна, то есть на кожу головы также падает пыль и прочее, да, и все равно выделяется кожное сало, поэтому мыть лысую голову тоже нужно. Что делаем с теми мужчинами, которые все-таки хотят восстановить свою шевелюру? Давайте вот так, по-честному, до какой степени они смогут ее восстановить? Там, путем пересадки волос, возможно, дополнительными стимулирующими какими-то средствами. Насколько это реально и реально ли? В каком состоянии находится фолликул? То есть у меня был пример, когда ко мне пришли абсолютно по визуальному состоянию облысевшие мужчина, да, но у одного уже все фолликулы заросли, и я сказала, только пересадка волос, к сожалению, а у другого были все еще живые фолликулы, эти желтые такие точки, которые видно на трихоскопе, спящие фолликулы, и мы хорошо ему простимулировали лечением. Поэтому независимо от того, как это выглядит, пока ты не посмотришь и не увидишь, ты даже не спрогнозируешь, сколько ты можешь процентов нарастить человеку, будет ли вообще ответ на это лечение или не будет. Например, бывает так, что залысина уже давно, начинает еще макушка. В залысины вот эти спереди делают пересадку волос, потому что уже все, там все заросло, и, к сожалению, лечением мы не нарастим, а макушку мы спокойно лечим. То есть у него и макушка зарастает, и спереди уже визуально у него хорошая густота от пересадки. То есть это в совокупе работает отлично, естественно, да, то есть пересадка не убирает от лечения, а лечение не, естественно, не противоречит пересадке волос. Я правильно поняла вас, что есть даже мужчины, которым не поможет и пересадка волос? В зависимости, какая донорская зона. То есть, что значит донорская зона? Она ограничена затылком. А зона облысения может идти вот от височной области, да, к сзади. И когда у тебя волос на голове меньше, чем площадь, которую нужно засадить. Понятное дело, что приходят люди, им говорят, что будет некрасиво, и даже пересадка волос иногда бывает уже поздно. Поэтому все нужно делать вовремя. Беспокоит? Приходите, консультируйтесь, спрашивайте, лечите. Все можно делать, средств достаточно много, не лениться самое главное, да? Не запускать. Если это никак не волнует, как правило, меня жена послала, а вас это беспокоит, нет. Но, естественно, жена долго ли сможет ходить за мужем и капать ему на его лысину? Ну, неделю-две, пока он ее, в общем, попросит отойти, да, поэтому у человека должно быть желание. То есть, я опять повторюсь, мужчина лысый в социуме абсолютная норма, поэтому это его конкретное желание. Хочет лечиться, он будет лечиться, есть чем лечиться. Не хочет, пожалуйста. Донорские волосы могут прижиться? Например, есть лысый мужчина, у него есть отличный сын, у него шевелюра у этого сына вообще там на 3 головы хватит. Привел сына, пересадили волосы, все классно. Так получится? Не получится. Можно только свои волосы пересадить, но, например, у кого-то очень такая добротная волосатая грудь, да, то есть человек может
пересадить с груди эти терминальные толстые волосы на голову. Но надо понимать, что расти они будут такие же, как и на груди. То есть можно пересаживать в брови, в ресницы, но волосы будут расти так, откуда их взяли. То есть, например, есть шансы, если человек лысеет, не хватает донорской зоны на затылке, откуда брать волосы, можно взять из подмышечных впадин, да, с груди, например, у мужчин. Но из-за того, что они будут разные по структуре все, да, но кто-то коротко бреется, и хотя бы вот эти пенечки, которые растут, им, в принципе, делают вот этот камуфляж, и они себя прекрасно чувствуют. То есть тут уже виртуозность, надо искать врача по пересадке волос, да, кто сможет вот это вот все сделать. Только свое. Многие слышали об этой процедуре пересадка волос, но немногие понимают, что это на самом деле очень длительная процедура, и состоит она из нескольких этапов. Вот я хочу, чтобы вы сейчас коротко и очень емко обозначили, как долго может длиться этот этап лечения и из скольких процедур он состоит. Смотрите, да, должна быть подготовка, то есть сначала хирург смотрит, сколько графтов он возьмет. Графты – это пучок волос, да, который они потом пересаживают вместо залысины. Операция может длиться и 3, и 4 часа, и 6, и 8, в зависимости от количества волос, которые нужно засадить за один момент, да, допустим. Иногда делается в 2 этапа, когда надо много сделать, конечно же, там больше 4-6 часов, но очень тяжело, и человек приходит, например, там через год за повторной пересадкой там, на другие те места, которые еще остались не пересаженные волосы. Конечно, это делается анестезией, конечно, это забираются волосы, это все длительно, это достаточно кровавая методика, да, нужно сделать насечки, в которые вставляются эти фолликулы, поэтому все обсудить это можно как раз-таки с врачом, то есть как показывают, что приезжайте там к нам на пересадку, все это быстро и хорошо, нет, конечно, то есть это прям длительный, да, это за один день, но это длительно, это реабилитация, это будут корочки, это там не мыть голову, то есть нужно дать себе время на то, чтобы еще прошла реабилитация не меньше месяца. Друзья мои, какие еще доказательства нужны для того, чтобы прямо сейчас, если у вас есть проблема, вы задумались о том, чтобы обратиться к специалисту? Чем раньше вы придете к врачу-трихологу, я делаю акцент на этом слове, именно врач-трихолог вам нужен, тот человек, который посмотрит в трихоскоп, такой прибор с лупой, и скажет вам, что ваши волосы, например, еще можно спасти. Спасибо большое, Наталья Терешина, врач-трихолог, дерматолог, была сегодня у нас в гостях. Ну а если у вас остались вопросы, задавайте их, пожалуйста, в комментарии, мы обязательно продолжим тему выпадения волос, потому что о женщинах поговорить еще интереснее. Спасибо, Елена. Спасибо большое, оставайтесь с нами, будьте здоровы, увидимся уже в следующий понедельник. Пока.